Всем привет, с вами Ануар, и вы на канале Curative CG Компьютерная графика. В этом видео расскажу, с чего начал изучение программы Blender. Но перед тем, как начнем, хочу сказать спасибо вам, дорогие подписчики, за активность предыдущего ролика. Ну а теперь начнем. Программа Blender меня удивила. В ней столько возможностей. Я думал, что такую программу можно давать бесплатно. Есть, конечно, пару моментов, которые не хватает, но это я расскажу позже. С чего же я начал изучение? Первое, что посмотрел, это урок про пончик. Многие пишут про него, и мне стало любопытно, что это за урок. Урок посмотрел на русском языке. Мне урок сам понравился. Для начинающих как раз то, что нужно. В этом уроке объясняют основы программы. После этого урока уже ощущение, что программа оказывается не такая тяжелая в освоении. В итоге после этого урока вы сделаете красивую сцену. Далее нашел интересный урок, точнее курс Fun 3D Character Modeling Using Blender. Ссылка будет в описании. Урок на иностранном языке. В этом курсе показывают инструментарий, основные модификаторы, моделинг, работу с материалом, рендером, ретопологию и рисованию. Самое интересное в курсе мне понравился урок по скульптингу. После этого курса программа стала намного понятней. Хоть там нет русского языка, но интуитивно все было понятно. Сейчас ищу уроки или курсы по спецэффектам. Точнее, про частицы, взрывы, жидкости, симуляции, динамики. Если у вас есть интересные уроки или курсы, напишите в комментариях. Что мне не хватало в программе Blender? Вот, например, в Cinema 4D есть такой инструмент полиручка. В Blender мне его не хватало. Также мне не хватает в скульптинге уменьшения уровня меша, как в ZBrush. Когда после Divide можно уменьшать его уровень. А так надо было раньше переходить на Blender. Но все равно Cinema 4D остается в сердце. За все время в работе в Blender он не вылетал. Рендер мне тоже понравился. Потенциал у Blender очень большой. Пойду изучать его дальше. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!